Эй, друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Алекс Титанов! Мы с Ирусей сегодня едем покататься, поискать тайники. Суббота, по традиции. Погода так себе, но все еще пока в футболке еду. И дождь все еще не начался. Но вот это все собирается. И дождь, и ветер. Это все сегодня будет. Надеюсь, мы успеем до того. Сегодня интересный будет тайник. Точнее, я выписал координаты 3 тайников. И первый будет тайник, который я не нашел. Год назад приблизительно я ездил, его искал. Не нашел. И он офигеть какой интересный. Ну, так как он находится не так уж и близко, ну и не очень далеко, в 26 километрах от дома. Пало все. Выехать с города ей очень сложно и проблематично. И все время я не понимаю, где она. Вон она. Друзья, вот она. Вы не поверите, посмотрите. Летит моя красотка. Мчится. В общем, 26 километров до того тайника. И как бы туда-сюда получается 52 километра. Каждый день не поездишь. Поэтому вот прошел целый год, пока я опять собрался съездить и попробовать еще одну попытку его открыть. Сам тайник я нашел, но я не смог открыть. Там такая доза, то есть, ну, как бы туба на кодовом замке. И надо ввести кодовое слово, чтобы ее открыть. И я тогда не смог этого сделать. Там, ну, то есть там подсказка, картинка со всякими там компьютер, велосипед, дом, яхта, телевизор, вот все вот такое вот. И единственное, что мне пришло в голову уже дома, конечно, что это может быть гишеньк, то есть подарок слова. Других вариантов у меня нету. Ну, я не особо верю и в этот вариант, но подходит по буквам. 8 букв слова гишеньк. И да, попробуем. Просто мы сегодня выбирали, куда поехать. И думаю, ну, давай поедем туда, как раз 52 километра. А если его не найдем, то я выписал еще два тайника. Чуть подальше, там уже получится туда-сюда 60, 65, 70, не знаю. Короче, до Барта города, который расположен на берегу Балтийского моря, Остзее. И там еще 2 тайника я выписал на случай, если мы этот не найдем. Вот такой вот план, друзья. И еще я хочу, если мы эту тубу, этот тайник, эту дозу не сможем открыть, если слово гишеньк не подходит, я, по крайней мере, выпишу те буквы, которые там есть. То есть, как на кодовом замке, там вот, до 10 цифр каждое колесико имеет до 10 цифр. Да, 1, 2, 3, следующий 1, 2, 3, 4, 5, ну и так далее, до 10. Так и здесь. Но здесь не весь алфавит, а какие-то определенные буквы. То есть первое колесико имеет, там, я не знаю, 4, 5, 6 букв, второе точно так же, 3, 4, 5, все 8. Но это не весь алфавит, и если я их все выпишу, то дома можно будет уже хотя бы приблизительно подставлять какие-то слова. Ну, то есть ты придумал какое-то слово и посмотрел, ага, есть там вообще такая буква первая, вторая, третья и так далее, или нету. Вот такой вот план, друзья. Это ее снаряга в виде 15 курток, 3 кофт и 1 шубы. В общем, я... Простите, мне кофточка говорит. Я, друзья, понял, что ездить по дорогам и возле дорог вообще не для меня, вообще не моя тема, потому что я нервно больной. И эти машины сводят меня с ума. Я особенно начинаю что рассказывать, записывать эти проносящиеся мимо машины. Они сводят меня с ума. Мое последнее видео, которое я записал, ездил в Росток 60 километров. На прошлые выходные это было, буквально в воскресенье. Я всю дорогу там болтал какую-то ересь, нес такой, чтобы скрасить досуг. И было что смотреть с этого велотура. Наболтал там кучу всякой фигни, откровенной бреда вообще, который недостоин того, чтобы его выставлять в свой канал. Но так как это все-таки болтал я, то есть, значит, это часть меня, и оно имеет место быть, вот этот гнусный матерщинник, то я это видео залил на Рутуб, на канал на Рутубе. Там я заливаю всякий шлак, то, что вот, ну, недостойно вообще звания почетного гражданина и
вообще недостойно. Это мусор, это шлак. Это надо выкинуть, но жалко, понимаете? Поэтому я его в Рутуб залил. В YouTube, конечно, да, короче, я такой на работе думаю, блин, что это вообще наболтал, когда в Рутуб залил. На работе ставил ухо, наушник себе в ухо и работаю, и слушаю. Блин, у меня глаз начал дергаться, это же невозможно. Мало того, что ветер завывает. Так я ехал всю дорогу вдоль дороги, ну, велосипедная дорожка вдоль трассы. И эти машины, я перекрикиваю себя, и я ловлю себя на мысли, что это смотреть невозможно. У меня уже дергается глаз, у меня уже голова начинает болеть. Это катастрофа. В общем, если снимать, то где-то вдали от дорог, или, по крайней мере, рядом вот с такими дорогами, как здесь, где машин очень мало. А вдоль оживленной трассе ехать и записывать видео, ну, это бред. Вот даже вот с города, у нас маленький городочек, пока я выехал и что-то пытался параллельно надиктовать на камеру, я уже, блин, такой уже начал нервничать, потому что эти машины, они эти автомобилисты. Все, едем, друзья, искать тайники, посмотрим, подъедем сейчас к первому, туда-обратно получится 52 километра, и Нейрусино, да, на расстояние, да, я опять про нее рассказываю, пока ее нету. Поэтому мы, если его не найдем, поедем там чуть дальше, чуть-чуть, и поищем там другие. Вот такой вот план. Кися, значит, мы едем. Твое это расстояние, уж поверь. Мы, значит, едем, смотри, план такой. Вот дядька на мопеде прямо едет, вот такой вот. Велосипед-мопед. Мы сейчас едем искать тайник, который я не нашел в прошлом году. Помнишь, с кодовым словом, с кодовым замком, который? В общем, план такой. Я думаю, что это слово «гешеньк», оно подходит 8 букв, да? Помнишь, там было катер, телевизор, велосипед, дом и все в таком духе, в разнобой, компьютер. А? Ну, блин, а что еще, типа, что это все объединяет, эти вещи? Кроме как слова «гешеньк», ничего в голову не приходит. Но если не гешеньк, то мы выпишем вообще, какие там буквы. Я в прошлый раз сделал ошибку, не выписал, какие вообще буквы есть в этом замке, понимаешь? То есть там же не весь алфавит, и там каждое колесико имеет определенные буквы. И там 4, 5, 6, сколько там букв, да? И как бы дома уже тогда, если ты какое-то слово придумаешь, ты можешь хотя бы посмотреть, в первом колесике есть такая буква или нет, понимаешь? Мы их сейчас запишем. Как тебе план? Если мы не сможем открыть и не все такое, мы поедем чуть-чуть дальше, чуть-чуть. И там поищем другие тайники. Вот такой план. Одобряешь? Не хочет говорить на камеру. Вот прямо караул какой-то, не знаю. Не становится блогером. Как бы я усилия какие не предпринял, не становится, и все. Вот не хочет поддерживать. Хотя такой контент делать. Вчера такая клубничка была в шоколаде. Нет, говорю, давай снимем на нет. И у них тут какой-то праздник, прямо фест. Не смог проехать мимо. Тоненбунд. Заль. Тонен это вот, они же тонну сбивают, что ли, как в прошлом году. Когда на лошадях такие велосипеды у них намотанные, прикольные. И там стоят такие мужички, все в белом, курят. В общем, походу, вот они здесь стоят все. Вот я их сниму, Хаймлих. Походу, это опять эта история, когда они на лошадях едут и сбивают такую бочку деревянную такими битами. Ну, но это не точно. Вот такая у них здесь кибитка на тракторе. В общем, какой-то местный праздник, но велосипеды прикольные, они заморочились, сделали такими цветастыми. Еще один день. Слушай, а это не тонен вот этот шляк, как он там называется? Ну, там вон написано Тоненбунд. То есть это как бы цветная бочка, что-то в таком роде. Заль — это название этого места, это деревня Заль. Интересно. Ну, похоже, это просто праздник. Погнали дальше. Поезд пострижено аккуратно в этой деревне, все ухожено, подстрижено везде. Красавчики, прямо это большой такой поселок городского типа.
Трехэтажки прямо здесь есть. Все ухожено и чисто. Окей, нам до цели 26 километров. Едем, будем пробовать открыть этот тайник. Куртку она ее то снимает, то одевает. Причем делают это прямо на дороге стоя. А здесь, на секундочку, разрешенная скорость 100. Красавчик. Она ее снимает, одевает. Снимает, одевает. Ну вот такие вот у нас погоды. Ты вообще не знаешь. Прикол в том, что еще у нас двор, где велосипеды мы берем тут дома. И он как бы закрыт со всех сторон. Ты такой выходишь. О, блин. Так жара вообще. Ха, и такой в футболке или в майке. Такой, в майке. Погнали. И только за двора выезжаешь. А тут такой ураган. Холодина, дубак. Блин, погода. Это извечная тема всех моих видео. И на эту тему я могу ныть и жаловаться без конца. Так? Вот, едем, да? Странно сегодня навигатор себя ведет. У нас всю дорогу едем по автостраде, по автомобильной дороге. Хотя я точно знаю, что здесь есть другая дорога. Мне-то пофигу, Ира начинает нервничать. А сейчас он вообще хочет нас, чтобы мы ехали вот по какой-то вообще вот такой вот только что постриженной тропинке. Хер знает, сколько километров. 4 километра. Попробуем. Кися показывает сюда. Показывает сюда. Вон туда. Давай попробуем. Живописной дорожкой вообще повел навигатор. Вообще дороги здесь нету, но пострижены. То не просто проехали. Стримером этим трактором постригли. Недавно совсем, видимо. В принципе, можно ехать. Не разгонишься, но нормально. Красиво пахнет. Пахнет, да, Кися? Красиво, живописно, как ты хотела. Живописные места красивые. Природа. Природнее не найдешь просто. Природище, я бы сказал. Такая туннель, прямо арка такая. Никогда здесь не ездил. Вообще, конечно, не велосипедная дорожка, но красиво. Для чего-то же они здесь стригли, то есть они здесь сюда и как-то ездят, и ходят люди из деревни в деревню. Очень красиво. Аль ты шо это? Просто здесь даже не видно никакой ни наезженной колеи, ничего. Просто взяли, постригли этот туннель. 4-километровый. Класс. Поднялся. Сегодня так интересно, по прогнозу погоды с ветром. Он появляется, такой причем серьезный. 2 часа длится, прекращается. И снова появляется 2 часа, прекращается. Вот так прямо в прогнозе погоды было написано 21 км в час, но по ощущениям 40. Ну, пока что терпимо. Кися уже начинает немножко ныть потихоньку. Но в пределах допустимо еще. Тут такая шкала еще зеленая и красная. Ну, пока что так розовая. Не оранжевая, желтенькая такая пока. Да. А в целом хорошо. Поля, бескрайняя красота, красотища. Никаких этих дурацких машин бесконечных. Только ты, степь, ветер и природа. И единение с природой и велосипедом, так называемое. Выйдет на канале обзор новых компакт-дисков, которые я приобрел в недавнем времени в свою коллекцию. Там уже, наверное, с десяток дисков пришло на этой неделе. Прямо уже чешутся руки обзорчик сделать на них. Интересный там тоже случай был.
Я еще до отпуска купил там 3 компакт-диска по евро буквально. По евро каждый. Nickelback, он ZZ Top. 2 диска Nickelback. Nickelback и ZZ Top. По евро. И все, и мы уехали в отпуск, и, короче, ни посылки, ни привета, ни ответа. Я уже пишу продавцу, нервничаю, где, что. Он такой, ничего не знаю, отправил. Еще неделю жду, нету. Я пишу, что не, извиняй, ничего нету. Давай деньги обратно. Он мне вернул деньги. Блин, там деньги небольшие, там 7 евро. Я ему оплатил, он мне почему-то вернул, правда, 6. Ну ладно, евро я ему простил. А вчера такой раз и получаю эти диски по почте. Цак, я такой, прикольно. В общем, или они вернулись продавцу, он их еще раз послал, отправил мне, хотя он мне ничего не писал. Либо он и тогда их отправил, действительно, и они только сейчас дошли, что тоже неудивительно, потому что Deutsche Post, как и Deutsche Bahn, работает отвратительно в последнее время. Все через одно место. Ну, так вот, был удивлен. Состояние прямо дисков хорошее такое. Надо ему, я ему написал, что он мне скинул свой PayPal, перечислить ему обратно эти 6 евро. Вот. А до этого пришли диски. Ой, я даже не Тунеф, Аше, Тунеф, и потом Ту Романс. Короче, я даже не могу запомнить, не то что выговорить, даже запомнить не могу, потому что это целые какие-то там предложения, группы сейчас называются. Прикупил я тоже там дисков. Один пришел вообще разломанный, Хюля, ну, это коробочка, диск сам. То есть видно, что все новое, и что это, скорее всего, почта его разломала. Потому что диск абсолютно новый, полиграфия все новое, видно, что его даже не слушают. Обидно, конечно. Ну ладно, уже сейчас закажу. Или в следующем месяце закажу новый Хюли, эти они там по 50 центов стоят. Поменяю. В общем, будет обзор скоро на канале. Они у меня не ахтяки информативные и подробные. Ну, так, на дилетантском уровне моем. Что еще хотел сказать? Ну, вот, в общем, я увлекся вот этими всеми группами направления New Metal или Corn Metal. Ну, тяжеловастенько это для меня все. А прикол в том, что эти группы, ну, это когда просто там не рычат, не поют, не рычат, а поют, не рычат, а поют, не поют, а рычат там. Но эти группы, у них там есть какая-то мелодия, у них есть мелодии, не так, как какое-то время было вообще слушать невозможно, просто одно рычание, в чем прикол. А тут прямо есть мелодика. Прямо, кися. Прямо подсел я на эти группы. Так как у них у всех там вышло по 10 альбомов, я выборочно какие-то альбомы в Spotify слушал. В основном покупал просто... Мне какие-то вещи нравились, эти группы. Просто я на фонарик какие-то их альбомы покупал. Не очень, чтобы старого года выпуска они были. Ну, как-то тяжеловастенько это для меня. Вот вчера пришел на Nickelback и ZZ Top, и я такой, о, блин, ну вот моя музыка. Куда ты вот это вот лезешь? А еще прикол в том, что эти группы, вот этот Corn Metal или New Metal, они альбомы слушать практически невозможно. А цепляют вещи, которые синглами выходят. То есть они не в альбомах, а просто по одной выходят. И они действительно офигенские. Просто в каждой группе такой есть такие синглы, которые, ну, просто заслушаешься. Даже хоть они там и рычат, ну, офигенские. Но прикол в том, что в альбомах этих песен нету. В общем, сделаю. У меня сейчас будет неделя вечерних смен. Начну потихоньку делать обзоры на эти диски, потому что надо делать обзоры, а то это будет просто скупка ради скупки. Когда ты покупаешь, один раз слушаешь, и потом этот диск валяется, пылится, и все. А если ты вот его прямо посмотришь, Википедию почитаешь, где, как, чего, когда, уже немножко через себя пропустишь, уже все как-то не простая скупка, а уже больше на коллекционирование и на заинтересованность какую-то похоже. Поэтому
времени не ахти сколько на это все. Но я прямо заставляю себя делать это, а не просто скупать их бездумно. Особенно подмывает их скупать, когда еще зарплата такая хорошая приходит. И ты такой думаешь, блин, ну чем себя побаловать? Вот Ира балует себя. Крема всякие себе там, не знаю, маникюры, педикюры делает. И я такой, блин, надо что же какое-то счастье в жизни иметь. И я начинаю эти диски скупать, как ненормальный. В этом месяце потратил 40 евро. Ну, как бы это немного, ну, как бы и немало. Потому что я завтра еще хочу на велосипеде поехать один на Фломарт. И там тоже купить какую-то пластинку за пластинкой. А это тоже минимум 30-ка. И уже 70. А где 70, то там еще месяц еще не закончился. А фактически только начался. Там и сотка. Сотка в месяц на компакты и винил как-то многовато, конечно. Моя эта история с попрошайничеством на пластинку, смотрю, не увенчалась успехом. В принципе, это не удивительно. Я загорелся, думаю, господи, что там людям стоит там евро пожертвовать на покупку пластинки, а я сделаю обзор, всем будет интересно, все будут довольны, а мне еще и пластинка, ну такой одесский чисто вариант, а мне еще и пластинка в коллекцию упадет. А Ира такая, блин, что ты, кто тебе переведет-то евро? Успокойся, не занимайся фигней, никто тебе ничего не переведет. Я такой, да ладно, да сейчас посмотришь. Такой заморочился, где можно сделать, оформить технически в интернете вот этот сбор пожертвований. Посмотрел видео, там, вся, все какая-то фигня. И такой на PayPal. Блин, вообще идеально сделано. Единственный минус, что там только на месяц можно сделать продолжительность сбора средств. А все остальное прямо бомба. Очень удобно, на любом языке заполняй. Прямо тебе показывается потом в интерактиве, кто именно перевел, сколько собрали, сколько осталось, на что именно собираются деньги. Все показывается, супер, мега. Кстати, кнопка на пожертвовать будет в описании, если вдруг кто-то из моих подписчиков еврик, по еврику я собираю, надумает пожертвовать, буду очень благодарен. Ну, в общем, я и такой, да ну, ты что, конечно, вот сейчас посмотришь, что же людям жалко евро. И я это, значит, все оформил в PayPal. И там такая стояла графа, чтобы типа сразу сколько вы хотите, чтобы в эту копилку уже упало от вас. А я как бы не заметил, я подумал, что это максимальный, ну, размер пожертвования. Я такой поставил 1 евро. А это сколько я перевел в этот сбор. И я такой, все, отправить, обновить. О, смотри! Да, думаю, камера села. Это просто экран включился. Я такой, смотри, уже кто-то евро перевел. Просто не верю своим глазам. Обновляю страницу. 1 раз, 2 раз. Блин, евро! Мы собрали уже 3,7% до общей суммы. Там 27 евро. Общая сумма надо собрать на пластинку. Power Trip, то есть пластинка. Я такой, вот же люди, конечно. Им не жалко, 1 евро. Потом смотрю, блядь. Перевел Александр Титанов, блядь, я уже гоню Титанов. Короче, Герасимов. Такой, блин, так это же я сам себе перевел. В общем, я пока был единственный пожертвователь и меценат сам себе. Кися, я рассказываю эту веселую историю, как я стал меценатом и пожертвователем на благородное дело, покупку виниловой пластинки. Ну, я когда это все оформил и думал, что кто-то евро перевел, а это оказался я. Налево, киса, налево, 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 лево, 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 лево. Совсем сдохла, змейка уже вообще просто не закрывается. Вообще мы опять поворачиваем в дебри. Осталось чуть-чуть. И опять живописные места, кися.
Мостик. Очень живописно здесь, реально. В общем, мне, походу, придется скоро открывать очередной сбор пожертвований на сумку. И самому туда и жертвовать. Нифига себе здесь мостик. А это Шведа, я здесь еще не был. А здесь прямо вон речка. Целая речка и целый железный мостик. Вон чувак даже стоит, рыбачит. Офигеть. Прикольно, смотри, как живописно. Прямо железный мостик такой. Класс. Фига себе. Что за река такая? Вот они тут снасти лежат. У меня тоже когда-то такой чехол был. Очень живописно. Интересный момент, я вот раздумывал, да? Вот такой ждешь, лето ждешь, такой думаешь, вот я 1000 проехал километров на велосипеде. Ну вот сейчас лето начнется, и я вот вообще только за лето 1000 проеду. Потому что летом ездить прикольно, летом тепло, летом хорошо. А потом начинается лето, вот уже половина июня прошла, и оно ничем не отличается от весны, например. По погоде или, ну, вообще ничем. Так, нам здесь налево. Налево. То есть ты как работал с утра до вечера каждый день, так и работаешь. Я не понимаю, нас записывает, не записывает, записывает. Почему не светится лампочка? Так и работаешь. У тебя как не было свободного времени, так и нету. Что весной, что зимой, что летом. И погода, как была весной, собственно говоря, как и зимой, так и осталась. И ты ждешь, и, короче, такой, я думаю, нельзя ждать. Пофигу на погоду, пофигу на работу. Надо ездить регулярно и систематически, все равно и всегда. Не дождешься благоприятных условий каких-либо, ни со стороны материального положения, ни со стороны погоды. Поэтому берем и едем. И не ноем. Да, там еще меня спрашивали в YouTube, как я называю свою женщину. Уже само женщина как-то звучит оскорбительно. Наверное, девушка было бы более приемлемо. Ну и типа вы свою девушку, женщину называете пися? Нет. К счастью, нет. Хотя тоже, но это дом и приватно. А так, кися. Первое К. Кися. Да, вот так называю всегда. Любовно ласково. Кися. Я здесь был зимой или осенью, и здесь вообще не было травы, и все было, ну, так нормально. А сейчас все заросло просто по пояс травой. Ну, хорошо, что я знаю, где именно это лежит. Ира уже такая, типа, сразу сама отстранилась, такая, типа, я в этом не участвую. Фельдшпас, удачи. Но должен разочаровать. Я знаю, где он. Поэтому пойдем со мной, мне надо, чтобы кто-то снимал. Алло, кто будет снимать? Ты что, самоубийца? А что? Ну зачем ты это делаешь? Ну это же твой канал. Пробуем открыть этот тайник. Едем назад. Нет, едем туда в Барт. Там кушаем мороженое. Вот он, вон он. Ну да, еще 10 километров. Такие 10 километров, 2. Там кушаем мороженое, пьем сладкую воду и находим еще один тайник. Потому что мы этот сейчас 99,9% не сможем открыть, а нам нужен результат. Мы люди, которые работают на результат. Все, я пошел его, принесу сюда, через вот этот вот бурьян крапиву. И в газе заросло. И мы попробуем вбить слово гешеньк. Вот реально просто по колену. Альта Шведа. О, да ладно. Просто можно, ну. Там еще всякая херня на полу валялась.
в виде заброшенных плит бетонных. Офигеть. О, просто по шею. Ну, тут вот тропинка, люди ходили. Причем, что интересно, что последний откомментировавший этот тайник человек. О, кабаны, кабаны. Вон, побежали. Это был кабан. Ну, может и нет, но какая-то живность. Не маленькая. Последний человек, который... Может, это кабаны тропинку здесь протоптали? Отписал, что он нашел этот тайник, был что-то там в октябре 23-го года. В общем, его открыть никто не может. Бляха-муха, я в такой траве его сейчас даже не смогу отковырять. Хоть дам шайся. Вот тропинка. Железяка, блин. Проволока. И осенью совсем все по-другому было. Ну что, надеюсь. Да блин, хрен меня пугать, вали отсюда. Какая-то живность вон там. Не хочет убегать. И я уже все ноги сжалил. Шо так крапивы. Я-то был здесь год назад. И я точно прямо не помню, где именно это все. Бля. Так, вон та бочка. По-моему, я не помню. Вот это подстава. В этой траве ничего не найдешь сейчас. Да ладно. Офигеть. Вот здесь такие тропинки. Люди явно бродили. Искали. Но где-то было... Где? О, ну там вообще просто непроходимые двери. Я такой думал, я сейчас на изи приеду, попробую. Хрен с два. Ну, так это было вот здесь, но это нереально в этой траве найти теперь. Была такая труба. А, так, стоп, а что не взять очки и навигатор? Сейчас. Аэродром прямо за этими кустами. Видно вообще, кстати. Я не нашел этот тайник. Прямо так сильно заросло все травой. Невозможно распознать абсолютно ничего. Я там был зимой, и эта вся трава уже была пожухлая. И тогда я долго искал. А сейчас вообще какой шанс. Едем тогда следующий тайник найти. Он здесь вот буквально в 10 минутах. И поедем домой. Ира ужинает. Надеюсь, ее хватит доехать оттуда. Там что купить, попить. Это город Барт. Вот он уже там маячит, его уже отсюда видно. Но так как здесь нету прямо такой шикарной, ровненькой асфальтированной велосипедной дорожки, кое-кто уже начинает мыть.
Короче, этот тайник надо приезжать сюда искать, получается, зимой. Вот так дела. Этот тайник мало того, что офигеть какой сложный, его еще и каждый раз, хотя я его уже находил, не так-то просто найти. Казалось бы, как можно не найти во второй раз, когда ты его уже доставал. А это было год назад, и так вот прямо до сантиметра вспомнить место тяжело. Навигатор ничего не толком не показывает. Одни кусты, трава по шею. Сейчас едем, велосипедная дорожка, тоже уже трава по шею. Сейчас тут начнет еще пуще прежнего найти. Так сегодня не везет с маршрутом. Какими-то зарослями прямо. Обратно поедем по асфальту. Обещаю. Блин, на грани и прямо уже все. Домой. Она тут боится этих всех лесов, чигирей, этих кустов. Я уже еду, блин, уже смотрю, сколько осталось. 5 минут, 6 минут, 5 минут, 4 минут. До тайника, лишь бы дотянула. Надо хоть один тайник найти. Вот сейчас истерика начнется. Вот прямо с минут на минуту я уже прямо боюсь оборачиваться, что там сейчас увижу истерику. Вот она уже сзади едет. Все, все приехали. 2 минуты осталось. Подбадриваю. Уже все, уже не до смеха. Улыбка с лица сошла уже. Все серьезно. Сейчас будет ругаться. Куда завел? Почему так далеко? Почему так долго? Шепчу. Так, осталось, 7 минут. Я без очков ни хера не вижу. Думал, это 2. Вообще ни хера не думал. 7 до хера не выдержит, походу. Надо газа прибавить. Вот здесь территория мы заехали, а я был в этом, на останках этого концлагеря с другой стороны. А это прямо сама территория концлагеря. Вот КЦ, это концлагерь Барт. Здесь был с 43-го, с 9 ноября по апрель 45-го. Сейчас очки одену. И это прямо вот его территория, за которую даже немцы не знают. Я Ральфу говорил, что здесь есть, что здесь был концлагерь. Он такой, где, что, я не знаю. Вот. Сейчас очки одену. Я тогда сам не заходил, а потом почитал в сети, что там прямо можно зайти и по руинам походить. Так. Wir alle, die am Leben geblieben sind. Типа мы все, которые в жизни остались, которые в жизни остались, wir haben alle eine Geschichte, мы все история, которая mit einem Wunder zu vergleichen ist. Вундер это вундер. Можно сравнить с восхищением. Чудо. Слушай, наверное, это живые остались, которые... Левен, точно. Это которые пережили. Вот прямо откуда. Русланд, Россия, Украина, Унганг, Венгрия, Унганг, Полин, Польша, Унган, то есть, да. Франкрайх, француз, русская женщина, украинец, Словения, Русланд, Дойчланд. Немец даже один сидел в этом концлагере. Поляк, немка. Обалдеть. А это уже другие или те же? Другие. Вот опять Чехословакия, Грузия, Нидерланды. Офигеть, Украина, Польша, Италия. Тут со всего мира, с всей Европы, то есть сидели люди. Украина, Словения, Нидерланды, Россия, Словения. Слушай, интересно, некоторые уже в старости прямо фотографии, а некоторые только, когда еще молодыми были. Украину, Россию.
То есть это кто-то проделал эту всю работу, чтобы найти этих людей, чтобы запечатлеть, что... И что здесь написано, типа 30 апреля 45-го СС делала Гефегенен. Ну и погнали. Тодесмаш. А, да. На Хросток. На Хросток их погнали, подожди. Те, кто не могли идти, были Тех расстреляны. расстреляли. Те, кто не могли идти на Бенди, Вахер, охранники. После этого охранники Шнель, Быстров, а в спину смотрящие типа Красной Армии Кефлён, типа сбегали. Заключенные, умерших за лясом. Заключенные на ихнюю судьбу положились или что-то такое. В общем, Кися, поехали дальше. Потому что я не знаю, где здесь именно. Ну вот здесь вот прямо останки где-то должны быть. Вот тут. Там была такая карта на входе, наверное, сейчас туда выйдем. И там прямо была карта, где какие руины еще есть. Ну вот это, конечно, удивительно. Уже в сам Барт приехали, и вот, наверное, здесь будет вход где-то в этот лагерь должен быть. Я там еще лазил, я тебе в прошлом году показывал фотографии по некоторым руинам. Здесь тяжело что-то опознать. Вот тут еще один мемориал. Вот, кстати, нарисована карта, схема, где что. Вот, видишь? Вон, Ализа Орт Бефанзик в 43-м, 6 тысяч заключенных было здесь. Флюгверкен. Здесь был строительный, самолетный, не знаю, строили они самолет, чинили они. Хенкель Флюгвенкель. Flugzeugwerken. Zwangsarbeit, ну, типа принудительные работы. Sie mussten Militärflugzeuge, военные самолеты herstellen, делать, типа продуцировать, ну, изготовлять, которые использовались против их родных стран. Вот тут схема, не знаю где. Вон красным это был Frauenlager, женский лагерь, желтым Wirtschaftsgebäude, ну типа социальные гебойды какие-то, и вон синим это был Männerlager, это для мужчин. Вот тут они все, и в общем они делали самолеты, строили здесь, в этом лагере. Вот он был большой, 6 тысяч это немало. И ну, интересно прямо, что-то где-то еще есть, сохранилось. Вот какие-то бетонные там плиты валяются. Тут везде, слушай, там вон дальше еще один мемориал. Тут вот еще один мемориал. Ну тут какие-то пораскореженные, какие-то железные. Вот какие-то бетонные плиты. Ну тут узнать ничего невозможно. Все это в таком вот раскореженном состоянии. Вон. Надо понимать, тут целые фабрики были. Вот так это все выглядело. Вон территория. И там уже какие-то дачи начинаются. И так, казалось бы, это так все и лежит вот со времен войны. А тут сразу вот тебе рядом какие-то дачи уже обычных людей. Хотя там, где я сейчас буду, я надеюсь, будем там проезжать, где я там был в прошлом году, там вообще просто многоэтажный дом стоит прямо у входа в этот бывший концлагерь. И там возле него прямо такой разгромленный бункер какой-то, развороченный с тех времен. Удивительно, как это все соседствует
эхо тех времен с обычной сегодняшней нашей жизнью здесь. Наверное, тех, кто мог работать еще более-менее, кого можно было использовать. Und am 9. November erste Häftlingstransport aus dem KZ Buchenwald. Вот прямо мемориал, посвященный этому концлагерю. Там вон аллея такая. Давай заедем в Курц, там аллея прямо такая, посвященная этому концлагерю. То Ральф говорит, что нет, не было, не знаю. Я ему говорю, что в Барте был концентрационный лагерь. Нет, что, не может быть. В наших краях не было. Ну вот я уже здесь был год назад. Ира боится сюда ездить куда-либо. Ей только быстро домой. Быстрее домой. Вон 180 человек, 200 человек, а 180 из... Здесь покоится 180 из 2000 антифашистов, 18 европейских национальностей. Они все погибли в концентрационном лагере, пав жертвой погони за прибылями концерна Хайникеля. 43-45 год. Их смерть нас обязывает. Хайникель, это, мне кажется, он до сих пор еще есть, этот концерн. Вот так вот, друзья. Все это выглядит. Такая стела, это все с советских времен, когда здесь было ГДР. Советские люди все это строили, делали, вековечивали память. Когда-то это было в ГДР время, это прямо было, ну, как, знаешь, тут в пионеры принимали, в комсомол, не знаю, какие у них тут были организации, но это было место, культовым местом. Ну, тут фамилия. Да. Я что-то не пойму, сколько именно погибло. Или там было написано 600, да, или сколько? Потому что там могила 180 человек, вон там. Тоже немало. Это их нашли, которые были здесь как-то захоронены, а потом в 66-м году их захоронили. Там прямо по-русски написано на плите. Там на всех языках написано плиты. Да. Какого-то бункера. И что интересно, он прямо соседствует с живым домом пятиэтажным. Удивительно. И он такой развороченный, прямо этот бункер. Ну, видимо, он был уж очень массивный, что его так и не разобрали и не убрали. Или я не знаю, с какой целью. Он здесь так и остался. Иди сюда, вот здесь вот такая есть дорожка, Курц, просто ты должна на это взглянуть. Смотри.
Это какой-то... А, это взорвали, там написано, что потом взорвали все эти. Ну, взорвали, но вот таких прямо останков нету. А это, видимо, был бункер. Посмотри на эту толщину. Посмотри. И вот жилой дом пятиэтажный, прямо вот 10 метров. Удивительно. Просто. И это какой-то был колосс какой-то. Столько. Они бетона не жалели, слушай, эти фашисты, немцы, фашисты. Ну, немцы уже даже как-то сложно их немцами называть. Мне кажется, фашистов надо отделить уже от немцев. Потому что это все-таки разные люди. И они тогда бетона, цемента не жалели. Это все каких-то многометровой толщины просто было все. И вот оно все покорежное. Вот так из него деревья вот уже повырастали. Хотя... Нет. Еще? Значит, задание тайника. Все, быстро. После нескольких посещений Барта, это город, который так называется, возле которого концентрационный лагерь, мы только что были в нем, на его руинах, остатках, обнаружили это место на объектах Барта только в этом году и сразу же определили его как идеальное место для тайников. Шикарное место, тут не поспоришь, идеальное вообще, просто очень интересное. Здесь мы видим железнодорожный путь, поребрики, чтобы не лазили, столб, камыши, крапива. Да. Примечание. Совершенно не обязательно находиться рядом с путями. Бедность животных. Ну, дополнительная подсказка. Я и трое моих братьев очень старые и следим за тропой. Но, по крайней мере, у меня есть новая шляпа. Какая шляпа. У нас такие клены всегда росли. С вот этими штуками. Пикульками. Так, давай зайдем быстро по ссылке. Если так, ты А, это- вот шляпы. Не эти шляпы? Может быть. Выглядит как несъемные. Короче, они следят за дорожкой. И zumindest ich habe einen neuen Hut bekommen. Ну, Den Weg auf, aber вот 3 штуки. открываются. А, 3 брудера, точно. Ну, значит, они где-то у... И дальше что? Все. Координаты. Координаты. Вот. Здесь все не раскручиваю, но вот координаты, и вот на этом вот углу.
Так, давай просто почитаем, какой там вообще магнетиш или какой вид тайника. Размер микро. Доступность, сложность маленькая, доступность маленькая. Все вроде легко даже. Спойлеры есть. Изображение. Выключай пока. Тут его нету, там его нету. Явно речь о тех трех столбиках. И даже там была фотография, кто-то писал, логбук заполнял на этом столбике. Прям, что? Что здесь происходит? Ты нашла? Да ладно, камон, нашла. Красавчик. А я ковырял, прикинь. Молодец. Блин, интересный тайник. Интересный. Ну все, заполняем ручку, тащу ручку и заполняем. Заполняем наш ноутбук. Блокнотик для записи, отмечания нахождения тайника. Я все еще до сих пор не могу понять, как это по-русски называется, хотя мне уже даже говорили. Чувак, это называется вот так вот. Но чувак явно не хочется понимать. Чувак. Вот такой вот блокнотик, друзья. Тик. Вот такая вот книжечка. Блин, ну классный, конечно, тайник, классное место. Кто-то прямо, как они это выковырили? Вот ну что намертво. Нет, они выковырили, вставили. Удивительно. Это все. Вот это и делает геокэшинг очень интересной игрой. Вообще времяпровождение. Я не знаю, мне нравится. Как я люблю, все, как я люблю. Все, снимай, смотри, вот я беру такой, наши намы, Алекс, как предводитель, und Ирина, как его верный помощник и напарник. И сегодняшняя дата 6, 7? 7. Напишем 7. Это не принципиально. Ну, что я там поставил 0 точка. Это сегодня нулевое вообще. 6 2024. Урцайт. Приблизительно 15:00. Хотя я думаю, еще нету. Или есть? Пиу, 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 пиу. Блин, это был хорошее место. Один из интересных тайников. Блин, я ковырял, почему я сразу не отковырял? Обидно ему, что это не он. Обидно. Это должен был быть я! Я должен был его найти. Вот это все Черешневая улица. Вот мы едем по ней, и она вот, не знаю, с хороших полкилометра. Вот такая улица, полностью засажена черешневыми деревьями, с черешневыми фруктами на этих черешневых деревьях. Я все хотел запомнить. Я здесь первый раз с Максом еще когда ездил в сторону Рюгена через эту Черешневую улицу, я такой, блин, надо запомнить. Это не было еще черешни. Тоже было вот так, как сейчас, весна, начало лета. А вот вам говорю, наводку. Это вот выезжаем от Барта, прямо перпендикулярно вот эта вот дорога к Барту, и потом резко вправо в сторону Фрауендорф, деревни. Вот тут это Черешневая улица. Вот мы едем, она с хороший, наверное, километр даже.
полностью засажена черешней. Через месяц здесь будет парадис. Я просто все время забываю, где именно она. А она, можно сказать, на выезде с Фрауендорфа. Просто Фрауендорф набираем и едем. И обжираемся черешней. Ну, вон уже розовенькая становится. Надо себе не забыть приехать через месяц Чешку. Какие красавчики. Они прямо, я так подозреваю, это от мух им на глаза надевают, чтобы мухи не докучали. Ну, это мое предположение, которое я только что сам придумал. Это не точно. Такие огромные прямо. Фига себе они огромные. Реально здорово. Вон обычная лошадь идет. Только она в 2 раза ниже. Ладно, не в 2. Мутант. Красавцы. Все, пока-пока. Пока, говорю, я тут. Я тут, да, все, чус, пока. Сколько осталось до дома? Знаете? Остановились попить воды. Сушничок. Осталось каких-то километров 15. Да? 28 всего было. Мы же круглями тут едем. Мы уже 10 с тобой проехали. Так что осталось вообще малеха. Опа, а все заблокировано. 1 час, 20 километров. 20? Ага. Ну нормально как раз. Во сколько там прибытие? Написано? 15:44. Вообще в 5 часов дома уже будем. Целый день носимся. Велосипедная банда едет, в которой мы приезжали. Нифига себе, какая карета. Красавчики. Вот это я понимаю. А у него зеркала есть, интересно? Я не вижу без очков. Как он пропустил машину, как он понял, что ему надо пропустить их. Нет у него зеркал. Мне кажется, он нас видит. Что он как-то принял. Нифига себе, она еще отреставрированная, отлакированная. Альта Шведа. Эй. Еще молодой чувак. Вот это я понимаю аттракцион. Какие лошади умные. Вот они стоят задницей друг к другу, потому что они хвостами машут и отгоняют мух от лица, от морды друг у друга. Удивительно, да? Как природа все продумала. Так, там кися дорожку не проедет. В общем, нам еще осталось 10 километров. Даже чуть меньше. Нормальненько так, около 60 километров получится. Прямо хорошо. Ну, за счет ветра, встречный ветер, как обычно всегда. И всюду он откуда-то с залива дует. Куда-то всегда в лицо почему-то. Руся уже на пределе, хоть у нее электрический велосипед. 60 километров для нее. Все, друзья, закончился наш велотрип, велотур. Длился он, сейчас давайте посмотрим. Длился он, проходил он по горам и далее. 58-95, короче, 59 километров проехали, 3 часа 50 минут. Средняя скорость получилась 15,3. Ну, пойдет. В прошлый раз было 14. Что там происходит? Сейчас Иришке чуть помогу здесь. Вот, это был интересный велотур. Прямо такие интересные живописные места были. И давайте, помоги там, что там происходит. И мы один тайник, который я пытался второй раз найти, не нашли, потому что там все заросло травой. А другой нашли, причем такой интересный, он был прямо в столбике, и это был 145-й тайник. Друзья, это был 145-й тайник. Если вы досмотрели до этого места, я сейчас начинаю говорить скороговоркой, потому что Ира уже убегает и уже нервирует эти все мои видео. Если вы досмотрели до этого места, пожалуйста, большое вам спасибо, огромное, обнимаем просто вас всех. Поставьте лайк, не забудьте комментарии, мотивируйтесь, развивайтесь. Все, всем пока, всем мир, до свидания. Друзья, приехали вот домой мы. А меня тут дома ждет сюрприз. Компакт-диск лежит в почтовом ящике.
пришел. Я уже, честно говоря, и забыл. Я заказывал их. Я и забыл, что я там заказывал-то. Я думал, не все уже пришло. Нет. Так что сделаем сразу тогда и распаковку в конце нашего. Так. Нормально. А каким-то не таким докторским почерком можно писать? Короче, я так понимаю, посмотрите мои другие ангиботы на eBay. А, вот у него даже не на eBay, а на странице вот такой вот. Надо посмотреть, если я сырусь, я расшифрую. Ферлаген. Хрена не могу это даже прочитать. Порто, Костен. Стоимость типа доставки сэкономить наверняка имеет в виду. Надо будет посырусь это все прочитать, попробовать. Ну, вообще интересно, видимо, у него где-то есть просто еще бесплатные. Забыл, как называется. Короче, когда я торговал на eBay, это уже там есть такие бесплатные площадки, где можно что-то торговать. Но они не такие популярные, но там нету гибюров, взносов, можно бесплатно продавцам бесплатно продавать. О, вот это вот интересант уже, друзья. Это, по-моему, Bring Me zu Horizont. По-немецки уже говорю. Диск в идеальном состоянии. Нормально вообще? Я даже не знаю, что это за группа. Но я помню, что я вот такое заказывал. Но это либо вот это Анисакей. Ну, вряд ли, по-моему, я еще ни одного диска, на который я подсел в последнее время. Либо вот это вот с горизонтом, там название там по-английски, в общем. Приведи меня к горизонту. Офигеть, тут даже нету названия. Нормально. Вот это я понимаю, люди выпускают компакт. А если ты даже не в теме, то ты даже не будешь знать, что за группа. Ну, то есть я много новых групп недавно для себя открыл много новых групп. Я как бы практически наугад ихние альбомы, ну так слегка там слушал. Находил в eBay и заказывал, покупал. Мадазе EU. В общем, я когда буду делать обзор, друзья, я вам, конечно же, скажу, что это за группа. Но пока что... Пока что это будет Уберашинг. Нет, я сейчас не поленюсь и открою eBay, потому что... Не, надо просто сказать, что это за группа. Вам и себе. Это группа Bring Me to the Horizont. Как я и сказал, это она. Купил я этот диск за 3 евро и доставка евро 65. Bring Me the Horizont. Вот как эта группа называется. Все, теперь пока. Всем пока. С вас лайк. С меня следующее очередное мега-супер-пупер интересное видео. Пока-пока.